Друзі рибалки, всіх вітаю на нашому канале. В этом видео я хочу показать, как из обычного канцелярского биндера можно сделать отличный рабочий крючковяз. Это устройство в первую очередь может пригодиться тем, у кого не совсем хорошее зрение, ну а также у кого большие руки и неудобно вязать маленькие крючки. Скажу честно, я вот попробовал вязать таким самодельным крючковязом, мне он гораздо больше понравился, чем покупной крючковяз. Ну это уже кому как. Значит, делается он достаточно просто, поэтому весь процесс изготовления показывать не буду, чтобы не затягивать видео. Просто вкратце расскажу, как я его делал. Ну и, конечно же, самое главное, покажу, как он работает. Значит, выглядит наш крючковяз вот таким вот образом. Это биндер, у которого есть вот такая ручка. Ну, в общем-то, и все. Значит, самое главное, это взять биндер подходящего нам размера. И вот здесь вот посередине сделать отверстие. Я сейчас вставлю небольшой кадр, как я это делал. Ну, в смысле, как я делал отверстие. Потому как, допустим, меня очень смущало изначально, что это все-таки подкаленная сталь для того, чтобы биндер пружинил. И я думал, что обычным сверлом его не просверлить. Но нет, хорошее острое сверло по металлу обычное берет его без проблем. Вот на видео можете посмотреть, как это все происходит. В общем, просверлили мы здесь отверстие. Затем нам понадобится какая-нибудь ручка. Это может быть какая-нибудь круглая деревянная палочка, например, там ручка от старой зубной щетки, шариковая ручка старая, ну, в общем, все что угодно. Например, я нашел старую кисточку, такую небольшую, и с этой кисточки просто взял, отпилил ручку. Вот и все. Просверлили отверстие, затем с этой вот стороны, тут я надеюсь видно, вкрутил небольшой саморезик в торец этой ручки ровно по центру. И в общем все, крючковяз полностью готов. Ну и теперь покажу, как он работает. Итак, отматываем немного наши лески. Я сразу откушу, чтобы нам эта большая катушка не мешала. Вот, теперь берем наш крючковяз. Крючок, открываем прищепку, фиксируем здесь наш крючок вот таким вот образом. Теперь берем конец лески и вставляем его в ушко крючка с вот этой стороны. Немного протаскиваем и заводим леску за вот эту ручку биндера. У нас образуется такая петля из лески, причем эта петля уже зафиксирована. И наша задача вот этот конец обмотать вокруг цевья, ну как обычно, 5-6 раз, можно и больше. Вот так вращаем просто ручку и красиво обматываем. Я сделаю больше оборотов, чтобы было хорошо видно, насколько качественный этот узел получается. Ну вот так. Теперь здесь удерживаем, чтобы обмотка не распустилась. И наша задача вот этот же конец вставить в вот эту петлю, которая у нас образовалась изначально. Она сейчас сильно прижата к биндеру, мы не сможем туда вставить леску, поэтому немного приподнимаем ручку, и видите, петля тоже приподнимается. Вставляем сюда наш конец лески. Вот. И теперь снимаем крючок с биндера. После чего тянем за вот этот свободный конец и за основную леску в противоположные стороны. Перед окончательной затяжкой, конечно, надо это все дело смочить. Затягиваем. Когда узел сформировался, подтягиваем за основную леску, чтобы узел подъехал максимально близко к ушку крючка и там зафиксировался. Теперь лишний конец обрезаем. И у нас получается красивый надежный узел. Сейчас покажу поближе. Вот смотрите, как все ровненько и красиво. Ну, в общем, получается точно такой же узел, как мы это делаем руками.
Но если нет желания этого делать руками, или нет такой возможности, можно сделать это все при помощи вот такого простейшего крючковяза. И также еще хочу показать, что это то же самое можно делать с миниатюрными крючками. Я сделал себе еще один вот такой крючковяз. Видите, отличается только размерами самого биндера, то есть этот намного меньше. С помощью такого крючковяза можно вязать самые-самые микроскопические крючочки. Ну, я, конечно, не брал самый-самый маленький, потому как его даже не будет видно. Я взял гораздо меньше, чем предыдущий, но тем не менее он довольно маленький. То же самое фиксируем. Возьму даже леску немного потоньше. И смотрим, что у нас получилось. Так, вроде бы фокус есть. Ну вот, тоже отличный узел. Маленький крючок привязали вообще без проблем. Поэтому берите себе на заметку. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересных и полезных видео. Всем пока, до новых встреч!